Здравствуйте. Можно сейчас проходить? Извините, просто машина там стоит. De auto is nu helemaal geblokkeerd aan de andere kant. Maar deze meneer is zo aardig om mij door zijn busje te laten gaan. Ik weet niet wat meer indruk op mij maakt in Volgograd. De Volga, die hier zo breed is dat hij bijna op een zee lijkt. Of de geschiedenis van de stad. Dit is het voormalige Stalingrad. Hier werd de oorlog met de Duitsers beslist, ten koste van 1,5 miljoen soldaten. Vlak na de oorlog vochten vrouwen om de mannen die nog leefden. Of deelden er desnoods zijn. Ik heb zelf ook een geschiedenis met de stad. Het meisje voor wie ik naar Rusland kwam, komt hier vandaan. Надо в кабинете снять куртки, одеть халаты и бахилы. Сюда, в кабинет, проходите. We zijn hier nu in een geboortehuis in Volgograd. Hier komen de vrouwen om kinderen te krijgen. Mannen over het algemeen zijn er niet bij. Die staan buiten een sigaretje te roken of die doen iets anders. En hopelijk krijgen we zo alles te zien. Dus. Так. Поздравляю. Ой, какой. Спасибо. Это мальчик? Это мальчик. Мальчик, да? Причем второй. Второй уже. А как зовут мальчик? Этого? Не знаю. Пока не знаете? Пока не знаю. Первый Тимур. Тимур? Угу. А муж, он где сейчас? Муж сейчас на работе, он в таможне работает. Работает? Он не хотел здесь побыть? Или... Я не хотела. Я тут врачей-то замучила. Муж, наверное, просто не выжил бы. Ему бы больше всех досталось. Лучше он на работе, да? Да, пусть он лучше на работе. А как вы себя чувствуете сейчас? Сейчас замечательно. Я могу представить. Ну, я не могу представить, я мужчина. Но... Нет, я вам расскажу. Меня, по-моему, слышно было тут на весь роддом. А теперь у меня все хорошо. Привет. Привет, мальчик. Ой, такой маленький. Привет. Переводит в родильный зал. Таня, что она у вас кричит? Это что такое? Людмила, ладно, а где это сама? Так, ну что случилось-то, господи, что она так кричит? Может быть... Сейчас, секунду. Ik ben nog nooit in een geboortehuis geweest. En om eerlijk te zijn, ik vind het allemaal ontzettend eng, dit soort geluiden. Is ze nou aan het bevallen dan of zo? Of, А что, Все нормально? Это самое, у вас дежурного врача, что ли, сегодня нет? У вас есть сегодня дежурный администратор? Галина Львовна, кто здесь женщины? Галина Львовна! Молодая девочка. Дышим глубоко, дышим. Катюш, дышим глубоко. Вдох и выдох. Еще вдох и выдох. Сейчас секундочку подействует, и все будет хорошо, и будешь тужиться. А муж знает, что ты в родах? Ну, так, да, немножко. Ну как так?
Он знает, что я рожу скоро. Ну, то есть, что ты в родзале, он знает, да? Ну да. Ну вот, здесь муж знает. Он не знает, здесь знает. Dat is weer pijn. Молодая девочка. Он меня поддерживает и не присутствуя здесь. Просто поддерживает. Ну, я знаю, что он со мной мысленно. И он ждет ребеночка и меня домой. А он звонит иногда, или где он сейчас дома, он ждет или Он работает? сейчас на работе. На работе? Он ждет звонка от меня, да. А пока не звонит, да? Он ждет звонка. Ну да, он ждет звонка. Он звонил утром, когда я была в родах еще. Он сказал, что ждет звонка. И вы тоже не хотели, что он здесь? Просто это что? Ну, это мое личное, да, желание. Да и он не хотел, в общем-то. Он считает, что тяжело ему будет. Это он очень мягкий человек. Да, он мягкий? Ну да, ему тяжело будет смотреть на это, на все. Да, я понимаю. Ну, я считаю, что женщина должна заниматься этим делом сама, а мужчине делать нечего здесь. И как бы боли нужно пережить самой, и все это женщина должна сама пережить. Я надеюсь, что все будет хорошо, Катя. Удачи. De vrouwen blijven minstens een week in het geboortehuis en dan pas zien de mannen hun kind voor het eerst. Het blijft een gekke traditie, maar de Russen lijken het een prima regeling te vinden. Весом 3 килограмма, 50 сантиметров ростом. Какая вы выглядите? In geschiedenisboeken gaat het altijd over D-Day, alsof dat de dag is waarop de oorlog werd beslist. Maar in de eerste 4 jaar van de oorlog stonden de Russen er bijna alleen voor. Zonder die overwinning van de Russen in Stalingrad hadden wij nu Duits gesproken. Здравствуйте. Зоя Григорьевна, она здесь живет? Да. Да? Ага. Мы слышали, это ее день рождения. Правильно, Поэтому... 88 лет. Она дома или, может быть, в Совете? Посмотрим. Она знает, что вы подъедете? Ну, наверное, да. Значит, готовится. Зоя Григорьевна дома, готова. Ну, я вас тоже поздравляю. Вот я вам гостей привела. Они меня пришли поздравить с моим юбилеем. Так я же говорю, 88. Заходите, Две пожалуйста. восьмерки. Спасибо. Сейчас хотела... Поздравляю.
Так, не стойте. Помыли руки, садитесь, где хотите. У меня, видите, сколько Ага. одежды? Да. Вот все забито, и вон все забито. Очень много. Очень много. Я не бедный человек. Столько медалей. И одеваю его вот 67-й годовщины Сталинградской битвы. Ну, когда иду к детям, Тоже, да? тоже одеваю обязательно. Всегда, когда вы... Всегда. Почему вы одеваете, когда вы к детям? А потому что дети смотрят на меня, что я действительно человек, прошедший войну. Они это понимают. Не просто пустая говорильня, а то, что дети видят облик пожилого человека, видят его заслуги, награды. Забыл. Вот это был... За отвагу. Вот. За боевые заслуги. Мгм. Это я получила под Прохоровкой, вытаскивала из этих танков горящих, Мгм. горящих этих водителей, Мгм. солдат. Да. За это я получила. А вот это я получила за переправу раненых через Волгу Мгм, мгм. под Сталинградом. Я вот вам покажу свой альбом. Вы, может быть, что-то здесь Ага. увидите. Туда, в сторону его брось. Может быть, что-нибудь вам тут... Это вот я была... Вот я маленькая. Ага. Маленькая была. Это я совсем ребенок была. Это вы? Да. А, Вот это я, а это мой брат. ага. Разница у нас в год. Мгм. Вот. И это страшная история про моего брата. Страшная. Мы с ним в детдоме росли, и встретились мы в День Победы в Германии. И через 3 дня он погибает. Я После никогда победы. это- После победы. А как все На случилось? пригорке сидели, он разведчик был. Все ребята сидели, мечтали, кто поедет, куда, кто чего будет. Рядом разорвалась мина и убила. Он 7 был человек. разведчик? И вот я туда ездил на могилу. Я уже туда 3 раза ездил. 3 раза ездил на могилу. Это в американской зоне, охраняемая зона там, 3 дня после победы. да. А как его звали? Петя. Петя? Вот мы с ним в детдоме прожили всю жизнь. А это вот воспитательница наша детского дома. Он младший, наверное, да? Да, Как похож. младше меня. И я стараюсь не вспоминать, потому что это трагедия для меня. Ну, пройти всю войну, прожить в детдоме, а потом потерять в одночасье, я не могу вспоминать до боли. Это трагедия, товарищ. Тогда давайте спрятаем. Я ее стараюсь и не смотреть, и не вспоминать. А что ж хорошего, когда ты одинокий, и на твоих глазах погиб родной человек. Чего ж хорошего? Я считаю, это трагедия. Вообще каждый похорон – это трагедия. Вот я еще молодая была. А сколько Работ- ему лет да. было, когда он... Вот мне было 20, когда я в армию пошла, а Да. ему было 19. А когда война кончилась, сколько мне было? 24. А ему 23. Давайте я сейчас налью. Ага. Кому? У Кому? меня кофе. Кофе. Подолью? Да, чуть-чуть. Спасибо. Так, Так, торт нарежу. ешьте, пожалуйста. О, такой Мне только не надо. красота. Вам не надо? Мне Не нельзя. хотите? Мне Нельзя? У меня Ну, как панкреатит. совсем маленький. Я просто в руках подержу. Да. Я только из больницы недавно вышла. А,
Вот ешьте весь, чтоб съели. Хорошо. Вот, пожалуйста. Благодарна. Торт хороший, потому что свежий, сегодняшний. Сегодняшний, да? Да. Так, еще это Так что, мелко. ребята, берите, ешьте, не стесняйтесь. Вы сами видите, что я не нищая. А сегодня вы 88 8 лет. Утром помолилась Богу и сказала: дай, Господи, еще пожить. Но как будет, не знаю. Жалко, очень-очень много погибло товарищей. Вы не представляете, вот вытащишь товарища в какую-то, воронку или какую-то лощинку, начинаешь перевязывать. Однажды я перевязывала одного, на руку положила его голову, он был тяжело ранен в голову. Я перевязываю, кровь брызжет на меня. У меня удостоверение, участник на медаль Сталинградской битвы, она вся была залита кровью. И вот он смотрит мне в глаза и говорит: сестра, спаси меня, я век буду тебе на коленях стоять молиться. Я не могу. Я говорю: милый, все, что в моих силах, я все сделаю для тебя. Я готова душу свою тебе положить. Но перед смертью мы все бессильны. Потому что столько крови, столько смертей, это передать невозможно. Я сейчас вот на похороны не хожу. Если я услышала музыку, я тут же упаду. Вот настолько эта боль залегла в душу далеко-далеко. Потому что безвинные люди погибали. Совершенно ни за что, ни про что. И детей спасали, и стариков. Все то, что было в жизни, и сами были раненые. Вот я была контузия, имела тяжелую, 3 ранения. Выжила. А если эта музыка так грустна, почему вы слышите на день рождения? Она не грустная, а вспоминаешь грусть. Грусть вспоминаешь. Все. Na de oorlog werd Stalingrad opnieuw gebouwd door vrouwen. Hoe kan het ook anders? Een hele generatie mannen ging dood in de oorlog. Привет. Да. Утренняя разминка? Ну да. Как, мы бегаем, что ли, да? Ну да. Очень интересно мы бегаем. Почаще приходите. Это все деньги твоя. Как тебе состояние? Хорошо, замечательно. Состояние. А у меня всякий случай. Это каждый день так бывает? Да. Да. Это каждый Для обязательно? водителей. Это для водителей, да, обязательно. А кондуктора по желанию. Вдруг давление, вдруг плохое состояние, мы обязательно спрашиваем. Тут, наверное, поднялось давление с этого самого, да? Ну, конечно. Все нормально, да? Да. Угу, спасибо. А куда сейчас? К диспетчеру. Предъявлять документы, которые необходимы для того, чтобы выехать на линию.
Аккуратнее, пожалуйста. Это всегда одна и та же трамвай, да? Нет, у меня разные вагоны. Разные? Разные. Песок. Фары. А вам не сложно начинать так рано каждое утро? Конечно, поспать хочется. Раз, два, три, пробуй. А Валентина, вам нравится свою работу? Ну, водителем трамвая, конечно, интересно работать. Во-первых, как сказать, то, что доставляешь всех людей на работу вовремя, то, что романтика, утро, пожалуйста. Да, Да, романтика. звездочки, рассвет, все это твое. Вот. А Валентина, здесь только женщины работают? Нет, у нас есть мужчины, водители трамвая, но в основном женщины работают. Это почему-то вот так. Вот так, здесь, в городе. А муж работает? А мужа у меня сейчас нет. Я разведена. Ага. Вот. И живу одна. Ну, это часто бывает в России, я думаю, да? Что Женщины... да, женщины воспитывают дети одна. Детей, да, ну. А скажите, пожалуйста, почему так много женщин работают в трамвае? Потому что это очень трудная работа, а мужчины боятся трудностей. Это очень трудная работа, очень такая специфическая. Тут надо иметь все, и внимание, и сдержанность, и сосредоточенность. Мужчины, может быть, иногда не могут сдержать эмоции, правда? Могут там крикнуть что-то. А женщина, она по своей природе такая, что должна быть уравновешенная. Вот поэтому мне так кажется. Утром рано вставать мужчина не будет так. Женщине вообще тяжело у нас, как говорится, и в горящую избу войдет, и на скаку коня остановит, и тем не менее она всегда должна быть женщиной, на работе она или дома. То есть даже мужчина приходит домой, ему приятнее посмотреть на женщину не та, которая в грязном халате, да, предположим, а пусть она будет в чистом, там, опрятном внешнем виде, но ему будет приятно, когда он садится за стол, и у него все как бы красиво. Вот. А тем не менее, женщина пришла с работы тоже, она заботится о детях, о внуках, да, у каждого свое. Вот. И он пришел, и он, как бы, может быть, глядя на красивую женщину, отдыхает, тем не менее, и ей приятно. А что вы думаете о русских мужчинах? Я? Да, наверное, ничего хорошего. Скупые. Пьющие. Мы как, вот я вышла замуж, и 28 лет тяну, как чемодан, который жалко выбросить. Zijn in Rusland 10 miljoen meer vrouwen dan mannen. En dat leidt tot problemen. Dan pak je al gauw wat je pakken kan. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Het is al heel wat als je als vrouw een man aan de haak hebt geslagen die niet te veel drinkt en je niet te hard slaat. Daarom is het niet zo verbazingwekkend dat bijna de helft van de Russische vrouwen het liefst met een buitenlander trouwt. In Moskou en Petersburg verandert het langzaam. Maar in de provincie is het bijna niet mogelijk om een betrouwbare man te vinden die niet drinkt.
Скажите, пожалуйста, а с мужчиной какого возраста вы хотели бы познакомиться? Ну, где-то 25-35. Вот От так, я думаю. 25 до 35. Вы знаете, я бы вам посоветовала немножко увеличить границу возраста, потому что к нам обращаются мужчины в основном от 30 и где-то до 45. Вот это средний возраст. Давайте тогда до Пускай 40. вас не пугает Нет. даже такая цифра, как 40, ну, вам 23, ну, хорошо, до 40 нормально. Почему так сложно найти русского знаете, мужчину? Честно говоря, такой вопрос мне задает практически каждый клиент мужчина Да. из-за рубежа. Почему? Потому что приезжая сюда и встречаясь с женщинами, мужчины удивляются, почему такие красивые, умные, образованные молодые женщины не могут найти себе мужа здесь. Для них это выглядит просто удивительно, непонятно. Да. Вот. Причина в том, что у России, ну, на мой взгляд, во-первых, очень богатая военная история. Начиная с мировых войн начала прошлого века и, к сожалению, практически по современное время. Средний возраст мужчин. Да. Во-вторых, у мужчин меньше продолжительность жизни. Поэтому получается, что среднего возраста женское население у нас в большинстве. Уже письмо от мужчины становится. Сейчас я вам покажу на фотографии. Хорошо. Вот он на фотографии. Играет на гитаре, занимается. Это у него дом свой, наверное, да? Ну, да, там в письме здесь написано, да. Письмо довольно-таки подробное. Он сам писал по-русски или... Нет, Нет, письмо он переводит в агентстве. Да, А. да. А потом мы читаем и пишем ответ, потом переводят и отсылают. Девушки тоже пишут ответы на русском. Мы Ага. их переводим Да, на английский, на А французский, когда на вы немецкий. встретитесь, на что итальянский. как... Переводчик есть, ну, немножечко сейчас стала изучать английский. Я так все-таки думаю, да. А сколько у вас встреч через агентство? Ну, то есть как-то вот, знаете, широкий спектр, я бы так сказала, да. Но все-таки ближе итальянцы, они более к нам, к нашему характеру. Ну, то есть по-разному. Я же говорю, может быть, я повторюсь, но мне кажется, немножко вот должна быть... Может быть, человек внешне очень красив, все хорошо, и говорит он, и мысли, и все, но нету энергетики какой-то, искорки вот этого. Это очень-очень, наверное, важно. Russen nemen vaker dan Nederlanders beslissingen met hun hart en niet met hun hoofd. En ook niet omdat het op de lange termijn misschien goed is, maar omdat het op dat moment goed is. Het is een land met passie. Niet voor niets staat het in de top 3 van landen met de meeste huwelijken. Maar het staat ook in de top 3 van scheidingen. У вас был русский муж? Конечно. Я в замужестве была 13 лет. Я вышла рано 13 замуж. лет? Я в 19 лет вышла замуж. Вот. Я прожила с мужем 13 лет. У меня Это был- 2 детей. Любовь сразу? Наверное, да. Да? Он был первый, единственный мужчина, да. Какой срок после знакомства до свадьбы? Год. Год. Год я встречалась, да, с этим молодым человеком. И ровно через год мы поженились. У нас годовщина свадьбы в сентябре была. А потом уже дети сразу? Да. Нет, не сразу. Я закончила институт, потом появился первый сын, вот, Владислав, ему сейчас 14 лет, и в данный момент он живет со своим отцом. Потому что, как бы, я считаю, что мужчина такой же имеет право на ребенка, так же, как и женщина. И мальчикам папа просто необходим. Поэтому, когда я встречаюсь с мужчинами, да, знакомлюсь, встречаюсь и общаюсь, я в первую очередь им говорю так, что я ищу не отца своим детям, да, а я ищу мужчину себе, для себя. Вот. А уже дети это как приложение. Если мужчина полюбит женщину, он полюбит и моих детей. А почему вы расстались? Ну, не совсем, конечно, такая интересная, грустная история, наверное. Служебный роман у мужа был, когда я второго ребенка родила. Самый такой период, когда, наверное... Чувствовала, что Нет, не это так. просто ошибка
практически всех женщин, я считаю. И я, когда вот встречаюсь, тоже об этом всегда говорю девушкам молодым. Не то чтобы это совет, а я делюсь своими эмоциями в том плане, что когда рождается ребенок, женщина должна не полностью концентрироваться на нем, а все-таки еще должна уделять внимание мужчине. Мужчина это чувствует, что она отдаляется от него. Ему просто хочется ласки, тепла именно, и он ее ищет где-то на стороне. Поэтому очень много семей распадаются именно таким образом, что не совсем думали, правильное что... отношение. Я вышла замуж, мне было 22 года. Следом тут же у меня родилась дочка. Прожила я в браке где-то 1,5 года, и мы развелись. Потому что мой муж, несмотря на все обещания, которые он мне давал, быть заботливым, любить меня, не пить, все-таки нарушил это обещание и очень злоупотреблял напитками спиртными, и даже один раз очень сильно меня ударил. Вот. И потом, вы знаете, очень много было историй, когда многие русские женщины нашли свое счастье за рубежом, и я попробовала то же самое сделать. Я пришла в агентство Анастасии, разместила свою фотографию и стала надеяться вот на то чудо, которое должно было со мной произойти. На что вы надеялись? Что вы ожидали, что будет? Ой, ну изначально я жду только большой любви. Это чувство, это самоотдача, это забота и самопожертвование. То есть это то, как вижу я отношения. Я, наверное, больше привыкла давать, нежели брать. Вот то же самое я хотела увидеть в мужчине, которого ожидала увидеть рядом с собой. Ik denk dat ik een bijzondere band heb met Russische vrouwen. Ik heb ook een aantal Russische vriendinnen gehad. Ik denk niet dat je op de wereld mooiere vrouwen vindt. Ze zijn interessant. Je kan een goed gesprek met ze voeren. En ik heb niet het idee, wat je in het Westen altijd hoort, dat elke Russische vrouw je helemaal leeg loopt lukken. Dat die ervaring heb ik helemaal niet. Maar mijn probleem met die vrouwen is, en dat probleem is eigenlijk met Russen in het algemeen. Het zijn maximalisten. Het is altijd alles of niets. Dus je kan bijvoorbeeld geen ruzie oplossen door met elkaar te praten. Ik noem maar even een voorbeeld. Maar dat maakt een relatie wel ontzettend lastig. Weet je, als je zelf niet houdt van met deuren smijten en grote scènes maken, dan ben je met een Russische vrouw echt gewoon aan het verkeerde adres. En ik ben blij dat ik daar nu zelf wel achter ben gekomen en dat ik dat niet de rest van mijn leven hou. Het is nu 12 uur 's nachts in Volgograd. En ik ben onderweg naar een van de beste clubs hier. Daar wordt ook paal gedanst. Ik heb afgesproken met een danseres. Нет достаточно сильных мужчин, если есть, то очень мало, поэтому я, в принципе, одна, да, как бы на данный момент. Я не нашла того мужчины, в котором я бы чувствовала силу. Иногда бывают мужчины как бы вроде взрослые, а поведение совсем не взрослого, и надо их как-то доучивать, воспитывать. Да? Да, я чувствую себя какой-то мамой, которая рассказывает ему, как надо себя вести, мне это очень не нравится. Угу.
я сразу прекращаю такие отношения, потому что нет. Мужчина должен быть всегда выше. Ну, мне тоже кажется, что женщины, они больше сильные или, может быть, стабильные, да, они... Ну, если честно, я считаю это потому, что у нас в браке разводится женщина с мужчиной, и ребенок в основном остается с женщиной. И женщина как бы как наседка, особенно если у него мальчик, ребенок, начинает над ним вот все для него, лишь бы ему было хорошо, всю себя в него вкладывать. И он привыкает, что так и должно быть. То есть мне усилий не прилагая, все для меня должно быть сделано. Маленький принц. Да, и в женщинах он ищет то же самое. То есть он ищет ту же самую маму, которая в него бы вся вкладывалась. Поэтому женщинам приходится становиться более там, они же сейчас у нас и карьеру делают, и по дому все, и там, и сям, везде успевают. Ну, никогда не бывал такой момент, что ты был с парнем, и ты думала, вот это хорошо, и он как-то, ну, правильный мужчина. Это не был такой момент. Был. 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 А что случилось? Мужчина был женат. Да, я до сих пор не отошла от тех отношений, и я хочу их вернуть, и мне все вот как было там, мне нравится все. Больше никто с этим не сравнивается просто. А он не хотел расстаться? Нет, он сказал, что он будет женой, и как бы так все это осталось. Misschien komt het omdat het beter gaat met Rusland. Maar toch verandert er iets. Vrouwen zoeken steeds minder de ideale man in het buitenland. En vinden hem steeds vaker thuis. En ergens in de verte zie je iets van emancipatie. Al zal Rusland altijd anders blijven dan andere landen. Саша, слышишь, видишь? Саша, следующий вопрос. Кто зарабатывает деньги? Оба. Кто иногда любит выпить? Кто тратит деньги? Следующий вопрос. Кто последний будет стирать пеленки внукам? Аплодисменты детей тещи! Все быстренько выпили за вместе с тещей! А что вы ожидаете в браке? Женщина сидела дома, она не работала. Сейчас, следовательно, женщина-мужчина работает, поэтому как бы приходится помогать друг дружку, чтобы не сильно уставать, чтобы как бы все-таки семья. Хотя Юля очень хорошо водит автомобиль. Да, вот я как бы по должности своей очень часто, очень много езжу, там 12-14 часов за рулем. То есть выходные для меня это какой-то промежуток, когда я могу выпить, потребить алкоголь. Юля всегда приходит, она очень мало пьет. Ну, как бы, человек отдыхает, девушки отдыхают по-другому, они ходят в магазин. Они получают от этого удовольствие. Поэтому, а я получаю, скажем так, расслабляюсь. Так. Поэтому я могу употребить алкоголь, она спокойно меня может возить во все эти выходные. А как вы видите ваше будущее через 20 лет? У нас Бабушка, будет точно такая же свадьба. Да? Да, у нас будет Только красивая детей. девочка, Юбилей, да? красивая девочка, которая будет похожа на мою жену. Девушка будет. Ну, Девочка. это Да. дочь. Это я хочу, дочь. Да? Дочь. А вы тоже дочь хотите? Я не знаю, мне без разницы. Почему Мы сегодня на конкурсах Не знаю, вытянули так вообще близнецов. Такая нежная То жена, есть, такая добрая, следовательно, нежная, мягкая девушка, что я хочу, чтобы моя дочка, просто мой ребенок был похож на нее, что это как бы продолжение ее, что я буду нянчиться, опять же, разговаривать с этим. Но это нежность какое-то, родное существо. Я думаю, что вы любите друг друга очень много. Ну, я как скажу, это видно. 6,5 лет вместе, как бы, да, и вы видите наши отношения. Я очень безумно люблю свою жену. Потанцуйте еще. Хорошо? Да, мы сейчас чуть Окей. отдохнем. И Увидимся. Спасибо Ага. большое. Спасибо. Потанцуйте. Саша, приглашаем
я к тебе, любимая. Кто сотворил тебя, скажи. Горю желанием одним. Хочу домой прийти. Оступишь нежности своей. Холод первых дней. Высокая скульптура мира. Zo, ja, вам нравится эта скульптура? Ну как же не может не нравиться? Почему вообще Россия это как есть мать Родина, Да. и не папа, папа Родина? Мать. Почему? Мать Родина, потому что мать вскармливает ребенка, мать воспитывает его, мать провожает на фронт, мать встречает его, мать больного лечит, все делает мать. И она свою душу материнскую влаживает в того ребенка, которого она выращивает. И наше такое понятие, что эти у нас, посмотрите, больше умирают мужчины, больше живут женщины. И старенькие, и убогенькие. Вот мне 88 лет. Я осталась 53 лет без мужа. Я подняла детей, дала образование, все сделала. Сейчас учу внуков. Значит, есть во мне сила. Ну, все то, что в моей душе есть, заложенное, человеческое, я стараюсь сделать людям. Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode, or you can look at the other recommended series, and don't forget to subscribe to our channel.